Дети подмешали яд в праздничный торт своей матери ради наследства, даже не подозревая, что пожилая женщина раскроет их замысел и ответит способом, который навсегда изменит их жизни. Просторный особняк Виктории Хардвик, расположенный в элитном районе у побережья Сан-Морено, был наполнен праздничной атмосферой, мягким светом люстр, запахом свежей выпечки и дорогих цветов. Пожилая женщина, владелица и основательница крупной фармацевтической корпорации, готовилась отметить очередной день рождения. Однако именно в этот год все выглядело иначе. Ее дети, Александр и Марина, готовились к празднику с необычным, почти показным энтузиазмом. Они суетились на кухне, заказывали деликатесы, выбирали вино и украшали стол так, словно хотели произвести впечатление. Виктория наблюдала за их приготовлениями с благодарной улыбкой, искренне тронутой таким вниманием. «Мама, как тебе торт?» — спросила Марина, аккуратно ставя его перед матерью. «Я и представить не могла, что ты придумаешь для меня нечто подобное. Он великолепен. Я так счастлива!» — воскликнула Виктория, и ее глаза наполнились радостью. Александр, высокий и элегантный мужчина с уверенной осанкой, подошел к матери и тепло обнял ее. «Ты заслуживаешь гораздо большего, мама. Мы хотим, чтобы этот день стал по-настоящему особенным», — сказал он мягким голосом. Пока дом наполнялся смехом и разговорами, Виктория сидела за кухонным столом, пробовала сладости из теста и с трудом могла выразить свое счастье и благодарность. Она чувствовала себя нужной, любимой, и это ощущение было для нее важнее любых денег. Однако в тот момент, когда она ненадолго вышла в ванную комнату, брат и сестра обменялись быстрыми взглядами и перешли на шепот. «Все идет по плану. Она ничего не подозревает. Продолжай льстить ей», — тихо сказал Александр. Виктория вернулась, сияя от радости, не имея ни малейшего представления о том, чем занимались дети в ее отсутствие. Она уже представляла себе предстоящий вечер, о котором так долго мечтала. Самым ценным подарком для нее было не богатство и не роскошь, а присутствие и внимание ее детей, которые долгие годы были избалованы, постоянно отсутствовали, заботились только о том, как потратить ее деньги, и редко навещали родной дом. Виктория подумала, что, возможно, с возрастом они осознали свое плохое поведение и стали больше ценить редкие моменты, проведенные вместе. Во время дальнейших приготовлений она продолжала пробовать сладости, когда неожиданно раздался телефонный звонок. Во время разговора ее лицо изменилось, в голосе прозвучала тревога. Повесив трубку, она повернулась к детям и объяснила, что ей необходимо срочно уехать по делам компании. Быстро попрощавшись и пообещав скоро вернуться, Виктория покинула особняк, оставив Александра и Марину наедине. Как только дверь за матерью закрылась, они обменялись понимающими взглядами и позволили себе отпраздновать успех своего коварного плана. «Это будет наш звездный час, Марина. Никто ничего не заподозрит. Как мы не догадались до этого раньше?» — сказал Александр, а сестра с холодной улыбкой ответила. «Я уже купила яд, чтобы подсыпать его в торт. Как только она съест кусочек, мы получим все наследство». Они обсуждали детали с таким хладнокровием, что невозможно было поверить, что речь идет об их родной матери. Но пожилая женщина, как владелица компании, которую она основала самостоятельно после смерти мужа, оставившего ее с 2 маленькими детьми, была умной, проницательной и привыкшей просчитывать людей. Дети организовали праздник так, чтобы он был камерным, только для них троих, и это было очень подозрительно, ведь дети почти не бывали дома, постоянно путешествовали и развлекались. «Боже мой, это сработает!» — с дьявольским восторгом подумала Марина. Именно она была вдохновительницей этого жестокого плана. Александр всегда находился под влиянием старшей сестры,
но по характеру был ничуть не лучше. Когда пожилая женщина вернулась, стол уже был накрыт и красиво украшен. Отравленный торт стоял в центре рядом с изысканными закусками и сладостями. Виктория с теплой улыбкой поблагодарила детей за такой жест. День казался идеальным. Они ели, пили и разговаривали, словно действительно были счастливой семьей. Тем временем брат и сестра внимательно следили за каждым движением матери, пока она отрезала большой кусок торта. «С днем рождения, мама!» — воскликнули они, и их голоса дрожали от предвкушения. Виктория сказала, что такой момент заслуживает очень дорогого вина, наполнила бокалы для детей, взяла щедрый кусок торта и откусила. Она съела весь кусок, сказала, что он божественный, затем взяла еще один, а Александр и Марина с напряжением наблюдали, как она ест отравленный торт. Они затаили дыхание, ожидая смертельного действия яда. Прошло 10 минут, затем 20, но к их ужасу Виктории не стало плохо. «Яд уже должен был подействовать», — прошептала Марина брату. В этот момент Виктория встала и произнесла слова, от которых у них перехватило дыхание. Она призналась, что с самого начала знала об их плане и что заменила отравленный торт на безопасный. Александр и Марина окаменели, их лица побледнели. «Вы недооценили свою мать», — сказала она твердым голосом, а затем добавила то, что заставило их заплакать. «Я подсыпала яд в ваше вино. Вам следовало сначала убить меня, а потом праздновать». В отчаянии они попытались вызвать рвоту, но Виктория остановила их, сказав, что это бесполезно и что противоядие есть только у нее. Охваченные паникой, они умоляли о пощаде. Она же холодно заявила, что их единственный шанс — записать полное признание на видео. Дрожа и плача, они признались во всем. Комната, где должен был быть праздник, превратилась в зал суда. После записи Виктория позвонила адвокату и приказала немедленно вычеркнуть их из завещания. Когда дети закричали от ужаса, она раскрыла правду. Противоядия не существует, яда не было, и она никогда не отравила бы собственных детей. В конце выяснилось, что, выходя из ванной, Виктория услышала их разговор о яде. Она ушла, оставив Александра и Марину наедине со страхом, стыдом и пониманием, что они потеряли все. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Виктории? Простили бы собственных детей? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.